Сашка, а скажи, а ты как вообще ты вот произошел? У тебя вот ты можешь рассказать вот это такой какой-то вопрос, может быть, ну такой как бы к финалу. Как я произошел? Ну вот как-то вот так просто так, он не этнографического содержания. Нет, просто, ну он у меня есть мать и отец, да. Нет, это я, что ты как ты произошел. Вот. Ну понятно. А ты, да. я не знаю, как его точно сформулировать, чтобы он не звучал. Ну ясно, я попробую банально. Откуда, почему я решил писать песни, да, или что? Ну вот как это случилось? Это очень просто. Ведь сейчас ты, допустим, не живешь в Череповце, а бродишь по России каким-то образом. И это вообще связано с образом жизни твоим. Ну да. Я вот спросил у одного человека, что такое рок. Он говорит, рок это образ жизни. Да, ну это то же самое, что я говорю, надо прожить песню, понимаешь? Прожить песню. Ну что же это самое, это и вот эти люди, эти группы, которые я вижу там на сценах, потому что я им не верю им просто, я знаю, что они другие. Они в любом случае другие, они в любом случае играют, понимаешь? И весь вопрос в том, что кому нужна эта игра и нужна ли она вообще, понимаешь? В принципе, зачем играть в другого человека, когда ты можешь играть в себя? А если, в себя так же ты мелкий, понимаешь? Хочется играть в крупного. В себя ты начнешь играть, а ты мелкий, ты никому не нужен, понимаешь? У тебя душа-то мелкая, ты будь добр, пойди поработай своей душой, понимаешь? Поработай, пускай она вырастет, твоя душа-то, понимаешь, окрепнет. Когда она выросла, тогда и шагай, понимаешь, и пой. А раз ты мелкий, то нечего рядиться в чужие одежды, это все равно ничего не приведет, понимаешь? Такого же мелкого, как ты не поднимешь, а человек, который крупнее тебя, он, собственно, просто-напросто ему будет неинтересно видеть тебя. То есть это бессмысленно. Это обречено. Вот. А почему человек начинает сочинять песни? Я полагаю, что только потому, что, то есть, когда он живет, и вдруг понимает, что ему хотелось бы слышать такие песни, которых нет. То есть, почему же нет таких песен? Я хотел бы слышать, или, допустим, видеть такие картины, там, или смотреть такой спектакль. И он думает, почему же никто до сих пор его не сделает. А потом думает, а почему бы мне этого не сделать? Смогу я или нет? В общем. И пытается, так или иначе. И надо трезво себя, просто трезво понимать, можешь ты или нет. Если не можешь, не делай. Найди в себе силу, это гораздо сложнее. Вот у тебя душа вырастет в тот момент, когда ты поймешь, что тебе это еще просто не стоит делать, что тебе просто надо работать с собой, там, я не говорю читать книжки, дело не совсем не в этом. То есть надо просто понять, что кем ты должен быть. Надо просто жить, быть хорошим, добрым человеком, быть честным по отношению ко всем своим близким, знакомым, никого не ненавидеть, никого не судить, никому, в общем-то, так. То есть не лезть намеренно в драку первым, там, никого не толкать. В общем, все, это главное, это очень просто. То есть, по сути дела, несколько заповедей. Понимаешь, о чем речь? Когда ты любишь, я не говорю там женщину конкретную, там всем известно, что у человека возникают крылья, когда он влюбляется, там, то есть вот он влюбился, у него возникли крылья, потому что выросли на 2-3 недели, ну, потом там что-то его быт заел. Ладно, это, но понимаешь, когда ты любишь, если ты любишь постоянно, с утра до вечера, просто каждую секунду ты любишь, то все, что вокруг тебя, понимаешь, все буквально ты любишь, или ненавидишь, все равно любовь, это осознанное чувство, понимаешь? Совершенно осознанно, но это чувство совершенно нерациональное. Это просто любовь. Это просто то, что дает тебе счастье, дает тебе силы жить, дает тебе силы радоваться, видеть во всех друзей, по сути дела, понимаешь? Вот. И быть нормальным, открытым, честным человеком, понимаешь? Тебе и все, понимаешь? Это единственная вещь, которая с тобой, тебе должно быть стыдно делать дурные поступки, понимаешь? Потому что она же с тобой всегда. Как же ты можешь ее обманывать, понимаешь? Как же ты можешь водку пить, понимаешь? Глушить в себе жизнь, в общем-то, например, понимаешь? Я не говорю, там, можно, конечно, выпить, там, с друзьями, это все не то. Я имею в виду, когда ты глушишь в себе талант, глушишь в себе то, что у тебя там болит, что тебя беспокоит, понимаешь, ты боишься понять то, что в тебе болит, боишься это почувствовать. Боишься, что это справиться с собой. Душа-то болит, душа-то тебе говорит, давай шагай, что ты сидишь тут в этом своем окопе, все в атаку идут там. Вот, а у тебя это болит душа. Душа чувствует, что они на месте, что ей надо найти свое место. Вот. А ты ее глушишь так или иначе, не слышишь, она все равно от тебя не уйдет, все равно в конце концов расскажешь. Ну, дай Бог, чтобы это не было поздно, потому что это трагедия. Ну вот, если ты вовремя не услышишь свою душу. Вот. Понимаешь? Главное услышать ее и понять, что она тебе советует. И быть честным, понимаешь, перед ней, то есть перед ней, ну у тебя душа просто над любовь над тобой.
как же, должно быть стыдно просто, понимаешь, жить живешь стыдом просто, понимаешь, я не могу, в общем, делать дурных поступков. Может быть, мне приходится, но это нечаянно, наверное, все-таки получается чаще всего. Потому что мне сознательно мне стыдно делать те или иные вещи, которые я делал до сих пор. Просто стыдно должно быть, вот и все. Если всем станет стыдно... Хочешь перекурить? Пойдем перекурим. Потом перекурим, потом еще, давай еще подумаем, что... Все, запись. Да. Включил уже, Андрюш? Ты, елки-палки. Все так. Нормально. Понимаешь, вот... Я думаю такую вещь, что... Понимаешь, все-таки ты как-то очень слышишь свет. Понимаешь? Это такое счастье, связанное с тем... Но этого нужно добиться, это не дается само, понимаешь? Это никому не дается само. Едва ли это, понимаешь, так или иначе, кому-то может быть легче, быстрее кто-то проходит такой путь в своей жизни, кто-то медленнее, естественно. А ты можешь, да, я могу, наверное, сказать. а ты можешь представить себе, была ли в твоей жизни история, или может быть история в будущем, и не боишься ли ты этого? Это такой вопрос, может, и не имеющий, но он просто, мне кажется, существенно. Когда свет померк. Нет, такого не может быть. Еще раз говорю, это только от меня зависит, понимаешь? И я... Ты уверен, что ты его удержишь? Конечно, понимаешь, потому что иначе я, естественно, понимаешь, его удержу в своих руках, понимаешь? Естественно, потому что я только, собственно, этим и занимаюсь, понимаешь? И все мои песни, все мои поступки, они направлены только на то, чтобы удерживать его, понимаешь? И они с каждым днем должны быть действительно все более сильными, понимаешь, чтобы удерживать, понимаешь? Тут не проедешь налегке с пустым разговором, понимаешь? Вот. И я не верю людям, тем, кто не страдал, понимаешь? И даже те, кто очень страдал, понимаешь, еще весь вопрос в том, что кровь-то она, понимаешь, либо льется напрасно, либо нет. То есть, если она с человека льется как с гуся вода, даже собственная кровь с тебя льется как с гуся вода, все, понимаешь, ты ничего не понял в этой жизни, ты не извлек урока из этого, понимаешь? Все страдание бессмысленно, а тем более чужое страдание, понимаешь? Все только через страдания, естественно, естественно. Душа, когда душа болит, значит она работает, понимаешь? Объясни, вот я люблю от того, что болит, или это болит от того, что люблю. Есть такая песня. Невозможно объяснить, потому что это одно и то же. Понимаешь? И это и есть работа души. Душа только таким образом расширяется. То есть расширяется, скажем, растет, становится сильнее. Только так. А музыка это работа души, и стихи это работа души, и жизнь это работа души. Тут надо просто это всегда понимать. Ничего случайного в этом мире нет, ничего, и ничего не проходит зря и бесследно, кроме если это, пусть сознательно, пусть бессознательно, но если ты на верном пути к цели, понимаешь? Неважно, ты понимаешь ты то, что ты исповедуешь, то есть ведаешь ты то, что исповедуешь, или не ведаешь, но все равно исповедуешь. Это не так важно, всегда виден человек, у которого душа на месте, скажем так, у которого душа работает, и он не обязательно на рациональном уровне, не обязательно он головой постигает то, что он делает, то есть там на своем рабочем месте, скажем, где бы то ни было, сцена или цех, или пашня, понимаешь, или все что угодно. Вот. Но если, понимаешь, у каждой цели есть великий соблазн, понимаешь, то есть обязательно у каждой цели есть свойство, самое основное свойство любой цели, так сказать, любого движения к цели, превратиться в самоцель, понимаешь? То есть, когда средство, просто цель, чтобы превратилась в средство, понимаешь? Достижение совершенно иной цели. Вот, это и есть спекуляция. А две истины, ты говоришь о двух истинах, а свет и тьма это не две истины? Да, две истины, пожалуй, конечно. Но я о чем и говорю, понимаешь? Что такое свет и тьма? Как тут очень легко можно разобраться, понимаешь? Тут все, что впереди тебя, это всегда свет, понимаешь? Вот. Но, понимаешь, дорогу к свету, какую бы ты себе ни наметил, понимаешь, она обязательно будет состоять так или иначе вот то есть ты сначала пройдешь через тьму, понимаешь, половину пути, потом ты получишь ровно столько же света, понимаешь, иначе никак. Человек не расплачивается ни за что совершенно, то есть не бывает, что человек что-то получил в дар, понимаешь, а потом ему за это приходится рассчитываться, расплачиваться, отрабатывать, ничего подобного. То, что человек получил, это заработано, потому что человек ничего не получает незаработанного, авансом в долг, понимаешь, ничего. Понимаешь, тень она всегда сзади, понимаешь, если ты обернешься, сзади всегда будет тьма, понимаешь, а впереди всегда будет свет. И вот если ты дошел до этого места к свету, значит это самое, понимаешь, о чем речь. И вот если ты, то место, по которому ты идешь, оно всегда тьма, понимаешь?
свет всегда впереди, то есть ты никогда не находишься в свете, понимаешь? Вот прям граница, понимаешь, прям по твоим ногам, понимаешь, проходит граница. Если ты шагнул, ты сразу шагнул во тьму, понимаешь? Но одновременно ты ее и одолел, понимаешь, о чем речь? И ты болит у тебя, и ты понимаешь, как тут. Очень просто, то есть тень всегда сзади, главное не оборачиваться, понимаешь? Почему любой удар ты должен принимать как великий дар, понимаешь? Потому что иначе я не могу жить теперь, понимаешь, не могу, потому что если меня что-то ударило, я знаю, что это удар судьбы, удар в спину всегда, понимаешь, который важно понять, для чего нужна эта жертва, понимаешь, потеря близкого человека, понимаешь, или что-то потеря там, чего угодно, понимаешь, кроме самого главного, нитки, которая тебя ведет, которую ты держишь к свету, понимаешь, кроме этого. Но это ты не потеряешь это, потому что это, если ты это чувствуешь, ты не потеряешь, это невозможно. Понимаешь, пока ты живешь, пока ты любишь, пока ты чувствуешь, невозможно потерять, иначе ты просто, невозможно, в общем, если душа работает, невозможно, это закон. Вот. Понимаешь, а любой удар тебе в спину, и не нужно оборачиваться, в принципе, не нужно выяснять, сводить счеты, кто там, что тебя ударило, понимаешь, я имею в виду, что, допустим, умирает у тебя, допустим, кто-то, понимаешь, не нужно, не стоит, ты обернешься, а там тьма, понимаешь, там все. Опять ты вернулся к себе, к прежнему. Понимаешь? Любой отрезок пути, который бы ты не прошел, который тебе не казался светлым, раз ты его прошел, значит там уже все равно он превращается в темный автоматически. Ты отбрасываешь тень назад, понимаешь, и все. Не нужно просто понять, зачем это тебе. Это дар, понимаешь, любой удар. Раз тебе сильнее бьет, значит тебе дается возможность больше пройти, понимаешь, дальше пройти. Все больше сил набраться, потому что впереди будут все более и более крутые барьеры. Не будет так, что, понимаешь, меньше, но у тебя же и сил больше, понимаешь. Потом еще парадокс такой работает, что со сложной задачей всегда легче справиться, чем с легкой, в общем-то, понимаешь. Тут включаются какие-то, это же парадоксальная вещь. То есть, а если ты не сделаешь, то есть, а если ты собьешься с курса, понимаешь, ты придешь на это же место, ты вернешься по кругу, понимаешь, то есть как только цель замыкается на самоцель, понимаешь, вот превращается в средство, ты сразу идешь уже не вперед, а в бок, куда угодно, понимаешь, даже не назад, но в бок, и ты все равно сделаешь круг, и ты все равно вернешься на это же самое место, понимаешь, в другой ситуации, естественно, с другими, может быть, людьми, понимаешь, не обязательно даже, в общем, вернешься, понимаешь, и обязательно все равно будешь пытаться эту задачу решить, то есть вот этот барьер, какой-то порог, понимаешь, перед тобой встал, и ты его не осилил, то есть тебе показалось, что удобнее будет свернуть, понимаешь, чуть-чуть, или просто ты не понял, что это порог, и что вот ты не понял своего пути, вернешься, короче говоря, понимаешь, будешь уходить вперед. Будешь, это безусловно, потому что душа тебя все равно ведет за руку, она тебя ведет, но ты иногда не понимаешь, куда она тебя ведет, и чуть сворачиваешь, там это ничего. Можно, это ничего, тут милосердие, понимаешь, то есть ты ничего, кроме того, что ты сам себе придумал, то есть что ты сам себе, как себя сам наказал, ничего кроме этого не получится, понимаешь, никто тебя не накажет больше. Вся темная сила сзади, понимаешь, то есть какая темная сила? Темная сила вообще нет, то есть все в тебе, понимаешь, если ты струсил где-то там, что-то обошел, понимаешь, ты все сюда вернешься, ты сам себя наказал, другие-то вперед идут, кто-то, понимаешь, ты просто отстал. От себя, там, от того, где ты мог быть. Но это с каждым, никто ж не идет. Это смешно полагать, что кто-то вот прям так идет, знаешь, по прямой дорожнике. Ничего такого нет. Но все-таки весь речь о том, что, по крайней мере, петлять, но хоть назад не возвращаться там. Понимаешь, потому что если ты вернешься назад, тебе снова осваивать, это очень трудно. Второй раз по одному и тому же месту, третий, пятый, скучно очень. И надо, главное, понимаешь, а любую боль, когда как только человек начинает чувствовать в себе боль, вот где-то, когда он начинает сознательную жизнь, понимаешь, он сразу же ее начинает бояться, этой боли, понимаешь, вот это талант, понимаешь, талант в нем режется, то есть зубы, скажем, режутся у него, душа в нем режется, понимаешь, для того, чтобы прорвать себя и ощутить себя частью целого, понимаешь, не ощутить себя даже личностью, потому что личностью почти каждый себя уже ощущает, по сути. Мы уже, так сказать, прошли это. Человечество единым гуртом дошло до этого рубежа. Но надо ощутить себя, надо, чтобы у тебя начерневшее рванулось, и ты вдруг понял, что ты часть целого, понимаешь? Часть всего. Всего, что в этом мире есть, понимаешь? И все это ты, и, то есть по формуле я плюс все, каждый центр, понимаешь? Не то, что ты там слился, понимаешь, это не Солярис. Каждый центр, но каждый совершенно индивидуальный центр, совершенно неповторимый. Его душа. Неважно то, как он выглядит, там, что он носит, и какие там в нем, что там в нем нанесло, и что там в нем от плоти, что от духа. То есть тут, это уже в каждом своя комбинация, понимаешь? Чем больше в тебе души, тем меньше на тебя будет, так сказать, плоть, в общем-то, давить. То есть ты ее не укращаешь, ни в коем случае не смиряешь, она просто превращается из врага в союзника, понимаешь? Как твоя голова, по сути дела, понимаешь? Она просто превратится в союзника, понимаешь, твоего. Она мешает понять душу, понимаешь? Но когда душа все-таки обуздает ее, понимаешь, все, укротит ее, скажем, понимаешь? Голова сразу же так помогает. Вот, а до тех пор мешает. И вот поэтому человек начинает бухать, там, заниматься черт знает чем. Понимаешь, лишь бы эту боль заглушить, спрятаться от нее, уйти куда угодно, уехать. Понимаешь, почему от себя не убежишь? Это всегда с тобой.
Естественно. Это не праздник, который всегда с тобой, до которого ты не доходишь. Она слагается. Почему? Она слагается из какой-то такой, она вот чем-то отличается. В результате она отличается от нашей жизни. И в то же время она ее умещает. Что, ткань, которая через... Ну, нет. Вот ты фактически все, вот ведь ты же как, ты же живешь, да, вот ты вот сейчас рассказал такое, как это, движение, да, а в этом движении остаются песни. Как бы они этим движением порождаются. Ну да, конечно, так они не остаются, они цепляют, потому что они входят в чужие души, и, по крайней мере, если человек понял эту песню, значит, у него душа расширилась, потому что если это кто-то как, очень просто песня вот перед тобой, понимаешь, скажем так, и если ты захочешь ее понять, ты ее поймешь, там, понять другого человека просто, понимаешь, а раз ты понял ее, значит, у тебя просто душа захватила это, скажем, пространство, грубо говоря, и стало больше, то есть душа-то растет, понимаешь. А вот потом, когда рванет из тела, когда человек поймет, что он не просто индивидуальность, вот один человек, так сказать, вот данность какая-то вот на эту жизнь, понимаешь, себе вот такой вот форме, это умру и все умрет со мной, ничего подобного. Вот когда он поймет, что он часть всего, и что он просто еще один шаг, то есть он совершает еще один шаг в целой цепи шагов великих, которые он совершил, да, то есть идет вместе со всеми, может быть, обгоняя всех, может быть, чуть-чуть отставая. Но так или иначе, понимаешь, ну вот, когда сейчас еще не получится, так что отставать и понять. Сейчас только обгоняющие понимают, в общем-то, понимаешь? Но так или иначе, ты поймешь, что ты все, и тебя рвануло, что ты часть всего, понимаешь, часть всего, и что все будет хорошо. Я, собственно, вот об этом пою и буду петь. Все будет хорошо, все будет, только ты не вреди себе сам, понимаешь? Живи, работай, не думай, что проедешь на лифте, понимаешь, с этим делом, на кондачках, что тебя лифт довезет. Это все информация, то есть я, понимаешь, что, о чем речь, можно говорить совершенно спокойно, то есть если ты это сам пережил, перестрадал тот или иной кусок своей души, понимаешь, то тогда человек поймет, понимаешь, о чем идет речь. А если не перестрадал, то можно принять к сведению, решить, что ты что-то понял, но это будет просто информация, даже если ты понял на самом деле все, понимаешь, можно какие-то механизмы, можно даже рассказывать какие-то механизмы, понимаешь, но это будет только информация, которая, конечно, помогает, конечно, она, так сказать, чистит. Это просто чистит глаза, понимаешь, твои физические, по сути, органы. Что ты не только, так сказать, чувствуешь этот свет, а просто видишь его яснее, но все равно тебе надо идти. Ты должен топать, понимаешь, ни один лифт никогда никого никуда не довез. Все равно придется. То есть тут ставится вопрос так, знаем ли мы истину, тяжкий путь познания которой нам предстоит пройти, понимаешь? То есть, в принципе, каждый из нас изначально знает эту истину, понимаешь? Эту истину знает душа, понимаешь? Она пытается ее сообщить тебе каждый день, с утра до вечера, понимаешь? А ты ее должен слушать. Если будешь слушать, она тебе все скажет, все подскажет, все даст, понимаешь? Даст тебе все силы, любовью, понимаешь? Любовью, твоей же любовью. Ты будешь отдавать, и чем больше ты отдаешь, тем будет тебе больше даваться, для того, чтобы ты больше отдавал. Это естественно. Но она тебе пытается сообщить всеми путями, понимаете? В том числе женщина. Что такое женщина? Женщина не человек. Вообще не человек. Женщина гораздо выше, чем человек. Гораздо выше. Это еще один из языков, с которым с нами говорит, скажем, ну не будем называть, ну скажем, мировая душа некая. Господь? Ну, Господь Бог, да. Понимаешь, это просто язык, который нам, один из языков, один из самых, может быть, его важных языков. То есть он с вами говорит приметами всякими разными. То есть все сообщает, ничего лишнего. Вот рисунок на этой пачке сигарет совершенно, для кому-то он очень, в общем-то, нужен, и кому-то он наверняка сыграет роль. Тут как, каждая вещь, она просто настолько многофункциональна, скажем так, потому что, как, допустим, песня Битлз, сидишь ты вечером слушаешь песню Битлз, и ты врубаешься, в общем, что эта песня написана именно для этого вечера, не только для этого, чтобы, так сказать, фоном быть, она именно об этом вечере, о том, как складывать твои отношения с тем или иным человеком, понимаешь, вот прямо вот ты разговариваешь с человеком, идет у вас беседа, и песни, они прямо совершенно точно попадают в нерв вашей беседы, понимаешь, так или иначе, вот как она, по сюжет вашей беседы, понимаешь, то есть, вот, это надо понять, что это действительно так, и надо послушать даже песни, понимаешь, да, надо даже вот просто, можно даже не разговаривать, а послушать, какие там будут дальше песни, и понять, чем у вас все кончится, в принципе, если довериться этому, это будет так, но когда Битлз писали, естественно, не предполагали, ни тебя, ни его, это просто многофункциональность, просто тот потенциал, который еще раз перевел, так сказать, себя в кинетику, стал реальным каким-то действием, понимаешь, то есть как все, что мы делаем, по сути дела, есть идея, понимаешь, вот некое содержание, понимаешь, есть форма, неоплодотворенная, неодухотворенная этим духом. И мы просто переводим это дело тоже из потенциала в кинетику. Понимаешь, просто из века в век, понимаешь, из года в год, изо дня в день. Понимаешь, общую мировую идею, понимаешь, переводим в форму, понимаешь, за счет таланта. То есть способ, талант это способ перевода вот этого дела. Понимаешь? И все давным-давно, ну как же, тут опять же, если говорить о программе,
программировано или нет, понимаешь, детерминировано или нет. Нет, конечно, потому что, когда, допустим, садятся играть в шахматы, понимаешь, люди, всем ясно, что игра закончится так или иначе матом, допустим. Если, допустим, ты сядешь играть с Каспаровым, ясно, что он тебя выиграет, понимаешь, то есть ты проиграешь, это в любом случае, то есть это детерминировано, казалось бы, исход да, результат да, но на долю действительно остаются подробности, то есть ты же там сам уже решаешь, и он решает, какой пешечкой сходить, понимаешь, так оно и есть. А для того, чтобы игра состоялась, то есть для того, чтобы перевести, вот потенциал, скажем, есть шахматы, есть коробка, значит, и вы должны сыграть. То есть это потенциал вашей игры. Перевели вы это все в форму, так сказать, реализовали, так сказать, тот или иной кусок потенциала. Все. Но для того, чтобы игра шла, кто-то должен играть белыми, кто-то черными, то есть обязательно должны быть и черные, и белые фигуры. А то иначе все перепутается, как же играть. И поэтому мы виноваты перед тем, кто вынужден быть плохим. Вот я, допустим, хороший, да, я считаю себя хорошим, добрым, там, честным, умным, вроде Кука, понимаешь? Все правильно, но кто-то ведь и должен быть плохим в таком случае, понимаешь? Кто-то, а иначе как? Если все будут хорошие, это мы посмотрим, так и будет со временем, это будет тоже довольно страшно. Но это будет, но это особо сказал. Понимаешь, так что мы виноваты перед ними, они виноваты перед нами. Почему понятие всеобщей вины? Конечно, только поэтому. Что мы виноваты, вот ты хороший, я хороший, они плохие, понимаешь? Мы должны с ними играть, и играть так, чтобы сильнее, чем более сильным будет сильнее поступок, тем, понимаете? Просто нужно работать, каждому работать, в общем, я не говорю там производить конкретно, хотя это тоже, то есть все что угодно производить и работать душой, то есть душа производит, конечно, на какие-то вещи, песни, там, металл, зерно. Конечно, она это все производит, но факт то, что она растет, в общем-то, главное это. И, ну, и тут это все главное, что может быть. Все разумное и действительно. Действительно разумное. Да. Вот так мы живем. И поэтому очень бесит, когда люди, которым, собственно, дана возможность, понимаешь, они куда-то все это в такую муру, понимаешь, все это вбухивают, какие-то там какие-то песенки о роботах, о каких-то, понимаешь, я не говорю о Черновском, понимаешь, в Черновском все в порядке, там, другое дело, но это бессмысленно, бесстыжая, собственно, спекуляция, понимаешь, они не понимают, что они на месте, они буксуют, они себя тормозят, понимаешь, как они потом за это будут раскаиваться, мне жаль их, я же на них не злюсь, мне жалко, понимаешь? За счет, ну, если относительно всех остальных, тех, кто все-таки идет вперед. Надо понять, а для этого надо переболеть. Это же не так просто. Сел ты, дай-ка я пойму, чем мне надо заниматься в этой жизни. Какую теперь надо музыку играть, и играть ли я вообще. Посидел до вечера, почесал в затылке, понял. Ты не понял, надо перестрадать это дело в себе, выносить, понять, на своем ты месте или нет. Вот не можешь ты вот все равно не писать песни. Пусть они даже плохие у тебя получаются, тогда пиши. И пусть будут плохие, и успехов там у тебя никакого не будет. Так ради успеха ли ты это делаешь-то? Ты пойми, а для чего ты это делаешь-то? Ради баб, ради успеха, ради денег, что ли, ради чего? Пусть будут плохие. После плохих пойдут хорошие, понимаешь? Надо добиться права того, чтобы эта самая душа смогла говорить со всеми, чтобы душа тебе то же самое, чтобы тебе-то что-то было дано, понимаешь? Надо этого сказать, надо показать, что у тебя чистые руки, чтобы тебе что-то вложить, понимаешь? О чем речь? Тебе ничего никто не вложит туда, понимаешь? Душа откажется, твоя же душа, она тебя сначала будет заставлять вымыть эти руки, и только потом она тебе что-то в них даст. А ты все пытаешься цапнуть, она не дает, значит ты цапаешь чужое, раз она тебе своя-то не дает. Вот естественно. Значит ты берешь чужое, а чужое в твоих руках никогда не будет живым. Оно сразу мертвеет, потому что только в своих руках, только часть своей души ты можешь нести вот так вот вперед, понимаешь? Живым, живая вода. А все остальное будет мертвая вода из чужих рук, если ты там будешь где-то там черпать. Вот. Она тебя сначала научит вымыть эти руки, что-то понять, что вымыть их, ну все что угодно. То есть быть готовым к тому, что она тебе должна дать в этот раз. Чтобы ты что-то должен пронести, что ты должен отработать, что ты должен реализовать в себе. Вот так. И только через страдания. Это же очень мучительно осознать вдруг, что вроде как я, так сказать, гитарист, там, у меня ансамбль, там банда, мы там играем, у нас название есть, и нам свистят и хлопают. А потом вот понять, что ты на самом деле просто дерьмо, в общем-то, еще. В принципе, это понять, это не обидно. Это ни в коем случае не обидно. Это великая честь для человека понять, что он дерьмо. Вот только после этого.